Мужчина по имени Даниэль патрулировал территорию заповедника и уже собирался возвращаться на базу, когда перед его машиной внезапно выскочил маленький львенок. От неожиданности он резко затормозил, джип занесло, и он остановился всего в нескольких шагах от малыша. Львенок стоял посреди дороги и жалобно мяукал, глядя прямо в глаза человеку. В его взгляде было столько страха и отчаяния, что сразу стало ясно – случилась беда. Даниэль вышел из машины и попытался отогнать детеныша, но тот подбежал к нему, встал на задние лапы и словно умолял о помощи. Затем резко развернулся и побежал в высокую траву, постоянно оглядываясь. Не раздумывая, мужчина схватил рюкзак с водой и веревкой и побежал следом. Через несколько минут они остановились у большого дерева. Львенок подбежал к углублению в земле и начал жалобно выть. Подойдя ближе, Даниэль замер. Перед ним была глубокая браконьерская ловушка. На дне лежала истощенная львица. Она почти не двигалась, лишь тяжело дышала. Было видно, что она провела здесь несколько дней без воды и сил. Мужчина связался с базой и сообщил о происшествии. Ему ответили, что помощь прибудет через 40 минут. Понимая, что ждать опасно, он привязал веревку к дереву и начал осторожно спускаться вниз. Оказавшись рядом с львицей, Даниэль заметил еще одну угрозу. К ней медленно ползла ядовитая змея. Животное было слишком слабо, чтобы заметить опасность. Мужчина тихо обошел львицу и одним точным ударом обезвредил змею. После этого он достал воду и начал осторожно поить животное. Львица жадно ловила каждую каплю. Постепенно ее взгляд стал яснее, дыхание спокойнее. Он осмотрел ее лапы, были ссадины, но серьезных травм не оказалось. Вдруг сверху раздался испуганный крик львенка. Даниэль резко поднял голову и услышал знакомый жуткий звук – смех гиен. Стая приближалась. Малыш стоял у края ямы, пытаясь отпугнуть хищников своим тонким рыком. Мужчина быстро выбрался наверх. 6 гиен уже окружали ловушку. Между ними и ямой стоял крошечный львенок, не собираясь отступать. Даниэль бросился к машине, схватил сигнальный пистолет и ружье и побежал обратно. Он выстрелил ракетой в воздух. Яркая вспышка заставила гиен отступить, но ненадолго. Хищники начали окружать их снова. Когда одна из гиен попыталась напасть, львенок неожиданно бросился ей навстречу. Это был отчаянный и безрассудный поступок. Даниэль выстрелил в землю рядом с врагом, подняв столб пыли. Гиена отскочила. Он схватил малыша и прижал к себе. Патроны и ракеты почти закончились. И в этот момент послышался рев моторов. Из-за деревьев выехали машины спасательной команды. Гиены, поняв, что ситуация изменилась, отступили и исчезли в кустах. Команда быстро приступила к работе. Львицы ввели успокоительное, спустили носилки и аккуратно подняли ее на поверхность. Ей сразу поставили капельницу и начали лечение. Врачи сказали, что она выживет. Даниэль поехал вместе с ними в реабилитационный центр и несколько недель навещал мать и детеныша. Львица постепенно восстанавливалась, а львенок рос и креп. Через 2 месяца животных подготовили к возвращению в дикую природу. Рано утром их привезли в охраняемую зону. Даниэль открыл клетку. Львица первой вышла на свободу, остановилась, глубоко вдохнула и медленно пошла по траве. Следом выбежал подросший львенок, радостно прыгая и играя. Перед уходом львица подошла к мужчине и легко коснулась его лбом, как знак благодарности. Львенок тоже подбежал, встал на задние лапы и лизнул его руку. Затем они ушли к холмам, постепенно растворяясь в золотом свете саванны. Даниэль долго смотрел им вслед, понимая, что однажды маленький поступок может спасти целую жизнь и навсегда остаться в памяти дикой природы.